Привет и добро пожаловать в новый Vision! Да, Apple успела выпустить уже второй Vision Pro, теперь на чипе M5, и мы не будем говорить тут о контенте 18+ в нем, потому что хватает того, что реально интересно, и я бы даже сказал реально инновационно. Тут не будет даже кликбейта вроде того, что визуально он не изменился, но зато он стал тяжелее, потому что сам Vision весит как его первая версия. А вот комплектный ремешок, который, к слову, и продается отдельно и подходит к первой версии, реально весит чуть больше, но за счет еще одного ремешка сверху и полиуретана, который Apple вшила в ткань. Поэтому по циферкам, да, комплект получился у нас тяжелее, но по факту за счет вот этого ремешка на голове он ощущается гораздо легче. И главное, новый Vision после его использования у вас на лице не оставляет следов, потому что тут чип M5, который справляется совсем быстрее, тепла выделяет меньше. От этого и следы на лице у вас меньше, что, безусловно, приятно. Для свидетелей церкви 120 Гц тут теперь экраны 120 Гц, вернее, до 120 Гц. И это все еще лучшие экраны, которые ставятся на рынке гарнитур сегодня. Микро OLED с пиксельной нагрузкой 23 миллиона пикселей и переменной частотой кадров до 120 Гц. Носить его по итогу легче. Греется он меньше, весит он также, но ощущается легче, и все прекрасно. Вопрос, где игры? А, они есть у меня. Да, это полноценные VR-игры. Для них есть и поддержка контроллеров, но только от PlayStation VR 2. Их можно, к слову, купить отдельно, можно взять из комплекта. Работает это все и с первым Vision, но здесь просто покомфортнее. А тогда это игры не из App Store, а из раздела Steam VR. А ларчик просто открывался. Надо было дождаться, на самом деле, всего одного бесплатного приложения. Это ALVR. Оно транслирует VR-игры на Vision, единственное, только с Windows. Вот тут, конечно, неожиданное разочарование для всех владельцев маков, потому что для мака все это не работает. А если у вас есть винда, то вы можете транслировать с нее игры на ваш Vision. И это выглядит круто. Бегаете, стреляете, лазаете в любые VR-игры из Steam VR. И все это, конечно, благодаря разработчикам, потому что изначально Apple придумала платформу, а уже разработчики заносят сюда контент. Так было задумано изначально, ну, по факту так и произошло. Под него, кстати, придумали и вот такой Pencil. Это Muse от Logitech. Тут две кнопочки для действия и кнопочка включения. Есть еще сменные наконечники. Это для обычных планшетов, с ними он также работает. Но главное, он запоминает свое расположение в пространстве абсолютно в любой плоскости. Хотите, рисуйте на большом столе. Хотите, стол этот поднимите. Объемные буквы для видео надо было нарисовать. В программах этому надо было учиться. Теперь все это делается за несколько секунд. Чертежи в пространстве, пожалуйста. Если кажется, что все вот это несерьезно, то вы вот такой объект тоже можете нарисовать. Главное, это, конечно, навыки. У меня таких нет, поэтому я этот проект взял и скачал. Все это поддерживает и профессиональные программы с Mac, и Mac вы можете сюда подключить вообще по-волшебному. Просто поднимаете крышку, и если и там у вас один Apple ID, то вы просто транслируете экран Mac в ваше пространство Vision. Есть широкий экран или ультраширокий, тут как вам удобно, и управляете вы всем, что есть у вас на Mac с помощью клавиатуры, мышки или тачпада. И это же, к слову, относится и к играм, но тут уже через классические контроллеры. Есть, конечно, задержка, поэтому в онлайн-шутеры вы на нем не поиграете, но на большом мониторе сэкономить варианты есть. Собственно, все это было и раньше, но теперь в этой штуке реально удобно проводить время. Если мы наденем первый Vision и второй, ну, в первом можно проходить там час. Потом останутся огромные следы под глазами, и, в принципе, вы уже будете ощущать какое-то неудобство. Какой-то фильм посмотреть, действительно, ну, надо прилагать усилия, собственно, потерпеть. С этим такого вообще нет, казалось бы. А просто вот взяли и посчитали, и сделали правильный ремешок. К слову, как бы вы не хейтили и внешний аккумулятор, от него и Samsung не смогла избавиться, и в сравнении с Quest'ом тут хоть как-то все это работает, 2,5-3 часа, и в нем можно выйти куда-нибудь на улицу. И хотя стоит Vision Pro как крыло от Боинга, но если у вас есть хотя бы один друг с таким же Vision Pro, то тут будет прям очень интересно. Для наглядности, вот Джека рядом со мной, рядом его аватар, чтобы вы видели, как все это происходит вживую. Человек может находиться за 1000 километров от меня, но вы сможете вместе смотреть фотки или фильмы, при этом будете рядом друг с другом. Фото будут в пространстве, и если ваш друг встанет, и его аватар встанет, а если он пойдет, то
и аватар будет двигаться. Все это очень прикольно выглядит, вы можете вместе играть в игры, шахматы тут максимально реалистичные, а еще есть морской бой. И, допустим, вы захотите сжульничать, обойти противника, посмотреть, что у него там на доске, но на доске вы, конечно, ничего не увидите. Но вот такая мысль даже зарождается. Но вот это работает только по подписке Apple Arcade, которая, слава богу, хотя бы привязывается ко всему вашему аккаунту. Уже радует. Все это, конечно, доступно только единицам. И хотя у нас в России вы можете зайти на сайт лучшего магазина гаджетов bgeek.ru и здесь найдете Vision даже дешевле, чем он стоит везде в мире, но действительно цена кусается. И кусаться она будет и дальше, потому что если сравнивать Vision с подделкой от Samsung или Quest 3, тут материалы, сборка, аккумулятор, экраны, вообще все лучше. Плюс еще и игры сюда подбираются. В конце концов, и iPhone когда-то у нас был овердорогим, а сейчас модельный ряд огромный, можно взять что-то прошлых поколений и вообще кайфовать и не париться. Также на самом деле произойдет, я чувствую, и с Vision Pro. Поэтому вот вам M5, через там пару лет, может быть, выпустят M7, и возьмете вы себе первый Vision, там меньше 100 тысяч рублей, на котором уже будут и игры, и которые носить будет удобно, потому что все, что для этого нужно, это новый ремешок. И вообще все это будет классно. Вот такой вот он, новый Vision. Пользуйся!